Кто не понимает, что такое скрипт-кассета, что это за открытие, как я это создал, что оно дает и так далее, рекомендую посмотреть вот предыдущие ролики из плейлиста. Здесь мы конкретно будем говорить про вот эту скрипт-кассету. Чем отличается счастливый ребенок от несчастливого взрослого? Тем, что у ребенка нету внутренних забот, переживаний и так далее. А у взрослого на него все это сверху тупо давит постоянно. Проблемы, задачи, дела, все на него надеются, а ему как бы надеяться не на кого. Потому что когда ты ребенок, у тебя есть конкретная задача, например, учись хорошо, быть послушным или еще что-нибудь в таком духе. И когда ты выполняешь правильно эти задачи, то ты вроде как внутри себя чувствуешь, что ты молодец. Тебя хвалят родители, они тебя оберегают, ты в безопасности, и за счет этого тебе очень хорошо. Но когда ты вырастаешь, ты становишься взрослым. И теряются вот эти вот границы, где хорошо, где плохо, как правильно и так далее. И самое главное, что о тебе некому позаботиться. Получается, ты уже заботишься о своих детях, о своих родителях и так далее. А вот тебе нужна вот эта вот разрядка, ощущение, что кто-то есть сильнее тебя рядом, кто о тебе позаботится. Когда я начал анализировать эту всю ситуацию, я пришел к выводу, что да, у них нет вот этой вот разрядки. Я думал, как решить эту ситуацию, то есть как человеку создать вот это ощущение безмятежности, ощущение легкости, ощущение, что он под чьим-то присмотром. И я вспомнил, что у меня было в детстве, как я в детстве выходил из этой ситуации. То есть в детстве я всегда представлял, что у меня существует рядом какой-то дракон мощный или какой-то зверь мощный, на котором я вот сажусь, да, и вот он меня оберегает, я могу на нем летать, и он, прикинь, он такой мощный, сильный весь. А вроде бы как я такой маленький, но тем не менее я могу им управлять. То есть как будто бы вот он самый сильный, а я его беру под подчинение. И вот это вот ощущение, я начал думать, как его реализовать и как его записать в эту скрипт-кассету. И начал вот действительно это все дело анализировать, разбивать на мелкие ощущения и записывать. По итогу что получилось? Ты когда подключаешься к этой скрипт-кассете, ставишь руку, во-первых, сразу же ощущение явственного полета. Если ты летал хоть раз на самолете, ощущение воздушных ям, перепадов высоты и так далее, и так далее. И ты чувствуешь, что ты действительно как будто, знаешь, управляешь каким-то, ну, скажем так, драконом, да? Я не какой-то придурок и не шизик, то есть речь идет не о драконе. Я вам передаю то, что чувствует твоя нервная система. А нервная система это чувствует, потому что загораются датчики, определенные сенсоры внутри твоей нервной системы. Но эти датчики вообще запрограммированы по типу полета, ты понимаешь, да? То есть изначально я создал вот эту вот историю про дракона и ощущение полета. А оно реализуется уже в твоей нервной системе ощущениями вот этого вот высоты набора вверх-вниз, карусели и так далее. То есть когда ты подключаешься, ты лежишь на месте, понятно, что на диване, понятно, что никакого дракона нету, но ощущение внутри твоей головы и нервной системы, как будто ты летаешь на драконе, понимаешь? То есть вот как это работает. Когда есть что-то горячее или холодное, тебе не обязательно трогать это горячее или холодное. Можно включить сенсоры, и у тебя будет в руке горячо или холодно. Вот я тебе о чем говорю. Это нейрохакинг. Когда ты можешь включить определенные ощущения мысли при помощи определенных техник и технологий. И ведь это реально круто. Прикинь, ты лежишь дома, ты лежишь на кровати, а у тебя начинает тренироваться вестибулярный аппарат, как будто ты находишься как космонавт и крутишься вот в такой центрифуге. И получается, в любой момент ты можешь спокойно это прекратить. Ты тренируешь, и это ощущение не только на уровне вестибулярного аппарата. Кровеносная система тренируется. Это все заложено туда, то есть кровообращение. У тебя после этого такое ощущение, ты встаешь и немножко такого шальная голова, то есть ты немного прокрутился. Это физкультура для кровеносной системы, для сосудов и так далее. Это вот смотри, ты когда в бане бываешь, там то же самое происходит, как в контрастном душе. То есть сначала идет расширение, потом сужение, да, и ты потом, когда после баньки такой, и у тебя как будто ты как распаренный, легкий, у тебя внутри тело такое мягкое, внутри ты ощущаешь очень расслабленно, хорошо. Вот здесь примерно точно такой же принцип, потому что эта кассета работает через кровеносную систему. Если те работали через иннервацию, через нервную систему, то здесь через кровеносную систему и через биохимию. И вот даже у меня в исследованиях принимали участие врачи и научные исследователи. То есть они прям реально люди с опытом непосредственно, которые понимают, что происходит в их теле, какие изменения гормональные, биохимические, почему такие или иные реакции. И мы это все разбирали, по полочкам раскладывали. И действительно происходят такие ощущения, как после физических нагрузок, как ощущения, как после центрифуги какой-то, ощущения тренировки. И дело в том, что буквально раз, два, три, четыре, пять ты делаешь, а потом у тебя этот аппарат начинает работать как надо, и тебя уже не раскручивает, понимаешь, а остается только ощущение той самой безмятежности. Это единственная такая скрипт-кассета,
которое, чтобы получить результат, который заложен туда, безмятежность, его нужно достичь. То есть он не сразу же дается, он не с первого раза к тебе приходит. С первого раза эта кассета как раз называется полет, наверное, потому что первое, что ты ощутишь при коннекте, это вот перепады высоты, полеты и так далее. А вот затем, когда спустя несколько сеансов ты натренируешься, научишься правильно подключаться, натренируешь свой вестибулярный аппарат, то у тебя уже будет именно то самое ощущение тонкой безмятежности, защищенности, успокоения по всему телу. И вообще, можно сказать, это вот кто смотрел «Аватар», помните, там есть вот этот дракон летающий, забыл, как они называются, вот эти кони летающие. И ты должен как уметь вот эту розетку впихнуть в него, чтобы вы стали единым целым. Вот здесь примерно то же самое, только твоя рука и непосредственно точка, да, ты ставишь, подключаешься, и вы так же самое находите друг с другом воображаемый коннект. Потому что это метафизический дракон, но он существует, ты пойми. То есть его не существует в физическом мире, но он на уровне идеи и на уровне скрипта, это существует. Соответственно, ты реально подключаешься, и ты реально это все ощущаешь здесь и сейчас, без шизы. Если ты говоришь, что это все чушь и не работает, подключись, когда тебя начнет как по карусели швырять, когда тебя раскрутит просто как космонавта, понимаешь? Нет, это серьезные штуки, ребят, это нейрохакинг. Здесь ощущения не фантомные, ощущения как раз таки настоящие физические, импульсы настоящие, сенсоры нервной системы настоящие. Здесь только не настоящие, вот как раз таки вот эти вот заложенные истории, да, потому что это на уровне идеи. Это твое воображение, но происходят процессы внутри тебя настоящие. Пойми, это такое пересечение, да, реального и воображаемого. Эта кассета еще очень полезна для таких людей, которые боятся, которые тревожные и которые стремятся постоянно все контролировать. Это как тренажер жизненный для них, потому что здесь ты должен довериться. Ты должен довериться этому дракону, воображаемому дракону. Ты должен довериться, что все правильно, все идет так, как надо. И не пытаться свою волю проявить, а вот довериться. И это очень важно, потому что если ты научишься доверять вот здесь, то ты научишься доверять жизни, миру в целом. И тогда твоя тревога будет уходить. Это очень важно, потому что как раз таки проблемы с этой кассетой у тех людей, которые постоянно тревожатся, которые хотят все контролировать, держать в своих руках. А тут оно как особо не держится, да, тут ты как попадаешь в игру. И вот это очень важно. То есть здесь, кто там страдает паническими, тревожностью и так далее, для вас это тренажер, для вас это целевое. И даже для тех, кто не страдает, это, как я сказал, тренировка вестибулярного аппарата. И со временем это самое главное, как приз, это вот это чувство безмятежности, уверенности, защищенности. То, о чем я вам говорил в начале ролика. То есть, когда вы ощутите, что да, действительно, то вы всего лишь человек. И у вас всего лишь вот эта маленькая роль в этом мире. Что ты себе напридумывал, как будто ты, знаешь, как атлант, на тебе мир стоит. Ни хрена на тебя не стоит. И когда ты поймешь вот это вот свое место, что нужно наслаждаться, жить, кайфовать, доверять и так далее. Вот о чем эта кассета. И поэтому она относится к психологическим. Потому что она решает психологические проблемы в твоей голове таким вот неординарным и интересным путем. А теперь, друзья, давайте перейдем к практике, и я вам уже покажу, как надо правильно летать.